Привет, дорогие друзья! Я ENWXO, и сегодня в этом видео я расскажу, как работают маркетмейкеры, и начну первую лекцию про то, как пользоваться алгоритмом, которым пользуются хедж-фонды и маркетмейкеры. Я проработал больше года в хедж-фонде и набрался очень много опыта и создал свой собственный авторский алгоритм на основе тех алгоритмов, что были в хедж-фонде. Но еще и добавил туда дополнительно свое. Помимо этого, я, разработав этот алгоритм, создал возможность каждому присоединяться к торговле по API и пользоваться этим алгоритмом прямо с телефона. И сегодня я расскажу, как он работает, как работают маркетмейкеры, и расскажу также какие-то базовые вещи о рынке, для того, чтобы даже те, кто начинают с нуля и ни разу не торговали на бирже, смогли этим пользоваться. Дорогие друзья, начнем с того, что мы находимся на бирже, и мы видим терминал биржи. На этом терминале, вот здесь мы наблюдаем, это называется стакан. Стакан — это представление того, сколько ордеров выставлено на покупку. Вот это ордера на покупку, а это ордера на продажу. И вот здесь вот мы видим информацию о том, что по 122 на $17 сейчас хотят продать вот эту криптовалюту BIFI. А здесь мы видим, что на 121 хотят купить на $31. И таким образом мы видим все заявки на покупку и все заявки на продажу. Таким образом, это представление называется стакан. На любой бирже он есть, к любому инструменту. Вот здесь мы видим график. На этом графике отражено, какая цена была за единицу времени во временной шкале. У нас есть масштаб этого графика. Масштаб этого графика мы смотрим с помощью, то есть мы можем изменить этот масштаб, посмотреть более детально, да, близко этот график, и более отдаленно в перспективе. И это называется таймфреймом. Мы можем переключать таймфреймы 15 минут, 1 час. Видите, я как бы масштаб изменяю и вижу больше промежуток времени в этом графике. 4 часа. Видите, сколько? Это все, вот, это все мои сделки, которые я проводил. Видите? И это сделки за сентября. Вот это с сентября по текущее время. Видите, я еще больше масштаб изменяю. И вот здесь вот видите тоже много-много сделок разных. То есть вот здесь вот мы можем увидеть дату, где что происходило. И все вот это отторговано с помощью алгоритма по методике и хедж-фонда и маркетмейкинга. Ну и вот мы можем этот масштаб графика, видите, посмотреть. То есть здесь я вот не торговал этим инструментом. А мой алгоритм адаптируется под рыночные условия. И благодаря этому он изменяет спреды, ловит определенные моменты. Я сейчас более подробно расскажу, в чем его основная суть. Но для начала поговорим о базе. Также есть такой график, вот этот DEP. Он показывает вот этот стакан только в графической форме.
То есть мы можем вот навести сюда, например, куда-нибудь курсор и видеть, что по цене 228 хотят продать 509 бифи. Соответственно, 509 умножаем на 120,5 и получим количество в долларах, на которые хотят продать бифи на вот этом уровне. То есть таким образом можно очень удобно смотреть то, сколько покупателей и сколько продавцов и какое их соотношение. Видите, на самом графике есть свечки красные и зеленые. Они показывают направление движения, то есть куда двигался рынок. То есть они показывают не просто график в виде линии, а показывают, в каком направлении двигалась цена. И вот здесь вот есть книга, это история транзакций. То есть все транзакции на рынке, которые произошли, все сделки, они записываются вот в такой лист. И вы тоже его можете наблюдать, то есть вы можете видеть, что сейчас по цене 127 вот в 11:18:44 секунды, да, купили 0,085 бифи. И вы можете здесь видеть, кто покупает, кто продает. Это базовое представление терминала биржи. На любой бирже все это есть. Но, друзья, профессионалы используют еще более сложный инструментарий. То есть это такой базовый инструментарий, который можно использовать. Да? Есть специализированный софт, специальные скальперские терминалы, такие как привод Бондаря, такие как MetaScalp, которые позволяют видеть более детально. Мы в уроке про скальпинг поговорим об этом, и я вам покажу, как выглядят такие терминалы. С помощью этих терминалов можно отслеживать, как работают алгоритмы хедж-фондов, потому что здесь вы этого не увидите. То есть я вам это все расскажу, покажу вам свои сделки, да, и вы это поймете. Но если вы, например, просто будете смотреть, вот анализировать эту информацию, да, вы никогда не заметите здесь алгоритм. Да, единственное, что вы можете заметить, что он там выставляет здесь ордера где-то, выставляет, отменяет, выставляет, отменяет, выставляет, отменяет. Да, вы это заметите. То есть вы заметите след, вы можете заметить его на графике, потому что он так или иначе, алгоритм влияет на те уровни на графике, которые происходят. И вот сейчас, например, у меня работает алгоритм. Это вот вчерашняя сессия, да, я более подробно ее расскажу. Здесь мы сделали прибыль вчера. Сегодня у нас все только начинается, вот у нас была закупка. То есть алгоритм работает следующим образом. Он подлавливает, ищет самых крупных продавцов и самых крупных покупателей. То есть он мониторит на сервере в реальном времени информацию о том, что происходит. Он собирает максимальное количество информации с биржи автоматизированно и анализирует всю эту информацию. То есть человек не в состоянии проанализировать такой объем информации. И на основе проанализированной информации он изменяет параметры, выставляет ордера. Видите, у меня выставляется здесь ордер, и он сейчас, возможно, исполнится. Вот через определенный промежуток времени он отменяется, этот ордер, и снова перевыставляется. А вот этот вот ордер на sell, это уже ордер по прибыли, то есть take profit. Это моя прибыль, которую я... То есть если сюда цена дойдет, этот ордер исполнится, все, я заработал. И, соответственно, он сейчас закупил здесь определенный промежуток, то есть он автоматически
рассчитывает, какое количество нужно закупить. И если рынок продолжает дальше падать, он высчитывает то место, где нужно еще закупить. Таким образом он усредняет результат, и вот этот take profit у нас сдвигается вниз. Расскажу о особенностях этого алгоритма и как работают маркетмейкеры конкретно на бирже. Помимо самого алгоритма, сам алгоритм, он является инструментом. И очень важно знать, как им управлять. Потому что если вы будете бездумно управлять этим инструментом, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому нужно понимать, как он работает, по какому принципу. Я буду рассказывать это и показывать. И очень важно создавать конфигурации для алгоритмов. Потому что создание конфигураций для алгоритмов – это очень важная задача, и это тоже серьезная работа. Вообще, институт маркетмейкеров и работников хедж-фонда устроен таким образом, что, как правило, там работают, например, в американских хедж-фондах работают люди с образованием, и это образование получить достаточно очень сложно. Помимо экономических, аналитических навыков, человек должен иметь навыки в программировании. Очень жесткие требования к кандидатам, кто работает в хедж-фондах. И я вообще делаю просто революцию в направлении хедж-фондов, потому что мой алгоритм позволяет без знаний программирования выполнять ту же самую работу. Но помимо этого нужно знания в аналитике, в мониторинге и, конечно же, работа, которая связана больше с контролем работы алгоритма и его корректировкой вот этих конфигураций. Как работают маркетмейкер в хедж-фонде? Для того, чтобы создать конфигурацию, у него уходит минимум 3 суток. Потому что он для начала анализирует определенный актив. Будь то это там криптовалюта, акции, неважно что. Он анализирует графики изначально. После того, как он проанализировал, он составляет уровни, на которых можно работать в лонг, на которых можно работать в шорт, на которых можно работать в хедж. В рамках нашего курса мы будем практиковаться, работать с помощью алгоритма в лонг. Это на повышение. Это когда вы покупаете и потом продаете. То есть покупаете дешевле, продаете дороже, тем самым получаете прибыль. Работа в шорт – это работа на понижение. Когда вы сначала продаете, а потом продаете подороже, а потом покупаете подешевле. Таким образом, но самый высший пилотаж – это работа в режиме хедж, когда вы одновременно работаете и на повышение, и на понижение. И мой алгоритм способен работать в режиме хедж. И все маркетмейкеры, все хедж-фонды именно работают в режиме хедж. Потому что в режиме хедж ты зарабатываешь, неважно куда пойдет рынок. Вверх или вниз. Тебе все равно. Потому что ты в любом случае заработаешь. Но для того, чтобы работать в этом режиме, нужно сначала понять, как работает режим long, как работает режим short и как он работает совмещенно. Для создания конфигурации у него уходит 3 суток. Он создает 3 разных конфигурации на стартовом этапе. И дальше тестирует эти конфигурации на реальном рынке. Он берет, например, $100
И на эти $100 начинает тесты всех этих 3 конфигураций. Он рассчитывает контроль рисков. И в первой конфигурации у него очень рисковая конфигурация. Во второй средняя. А в третьей очень консервативная конфигурация, безопасная. И он проводит тесты этого алгоритма и записывает в журнал, какие результаты получились. После того, на 4-й день, он берет все эти 3 результата и начинает смотреть, где есть проблемы, где хорошо, где плохо. И из 3 вот этих конфигураций он создает конфигурацию, которая гарантированно приносит прибыль и с помощью которой можно зарабатывать и не рисковать. Такие конфигурации в рамках нашего клуба алгоритмических трейдеров для всех, кто учится, использует алгоритм, доступен чат отдельный, где я буду делиться всеми этими конфигурациями, уже проверенными. Но самое важное, чтобы вы сами научились делать конфигурации. Проверенные конфигурации будут только на тех парах, которые торгую я. Если вы хотите торговать какую-то другую пару, вам придется провести собственные исследования, создать собственные конфигурации, и вы можете этими конфигурациями поделиться в нашем чате алгоритмических трейдеров, где это все будет показано, рассказано. То есть мы таким образом сможем, проделав каждую работу в своем секторе, мы сможем получать больше прибыли, потому что удобнее взять уже чью-то готовую конфигурацию, где уже проделана работа, и просто начать уже забирать деньги, забирать прибыль с этой конфигурации. Как правило, маркетмейкеры и хедж-фонды никогда не делятся этими алгоритмами и никогда не делятся конфигурациями. Но поскольку наше сообщество, если слишком много людей начинают пользоваться этим, то тогда прибыль начинает уменьшаться. Но поскольку в нашем алгоритмическом клубе не так много еще членов этого клуба, поэтому на это влиять не будет. Также, друзья, будет лимитированное количество членов клуба. Через какой-то промежуток времени я перестану принимать в клуб алгоритмических трейдеров. Поэтому присоединяйтесь сейчас, потому что потом мы вас уже можем не принять. Очень важно также, друзья, те, кто покажут хорошие результаты, я смогу взять в хедж-фонд в мое подразделение. Для тех, кто действительно обучится, пройдет весь курс, будет знать все и еще на практике это все подтвердит. Поэтому вы еще можете получить работу маркетмейкера. Обычно устроиться маркетмейкером очень сложно, потому что требует образования, требует навыки программирования, требования и требует официальный диплом. Но, друзья, если человек покажет навыки и знания, которые он приобрел, и я буду понимать это, то тогда я думаю, что можно будет каким-то образом его взять на работу маркетмейкера. Что ж, я написал документацию по этому алгоритму для того, чтобы... И вот вы можете посмотреть. То есть это очень... По мере документации я буду рассказывать. Вы можете взять со своего телефона, запустить вот эту команду Start. Она запускает стратегию. После активации он думает какое-то количество времени. Ему нужно от
2 до 5 минут для того, чтобы произвести расчеты, подгрузить информацию с биржи, начать анализ данных. И после того, как он поймет, что все рассчитано, он начнет выставлять ордера. То есть вы нажали старт, ждете, пока у вас появятся ордера на покупку или продажу, в зависимости от того, какая у вас стратегия. Или одновременно, например, и на продажу, и на покупку, если вы работаете в режиме хедж. Также, друзья, есть возможность удаления баз данных, потому что когда алгоритм слишком много в базе данных сделок хранит, то тогда ему нужно больше времени для запуска. То есть если вы очень много торговали, сделали уже прибыль, у вас большая история торгов, там неделя-две, да, вы торговали, вам периодически надо будет чистить базу. Когда вы зафиксировали прибыль, вы можете очистить базу, для того, чтобы перезапуск алгоритма не так долго происходил. Соответственно, вы можете остановить этот алгоритм командой стоп в любой момент, если вам это нужно. Вы можете, если, например, вам нужно вмешаться руками в работу алгоритма, вы можете его остановить, закрыть, например, сделку в ручном режиме через терминал биржи. И после этого нужно обязательно очистить базу, потому что алгоритм помнит только все покупки-продажи, все действия, которые он делал сам. Если вы вмешались в работу алгоритма в ручном режиме и сделали что-то самостоятельно, он это не помнит, он будет помнить только то, что он делал самостоятельно. Поэтому, если он что-то делает, для того, чтобы вмешаться, его надо выключить и это сделать. И после этого обязательно удалить базу. В документации есть подробная инструкция, как это делается. И вот тоже, видите, команда Exit, это для выхода и удаления базы, да, команда Restart, и вот Del удаляет базу. Здесь вот написано. Теперь поговорим о разных конфигурациях. Вам нужно будет изменять эти конфигурации. То есть вы можете взять на первоначальном этапе, я вам даю свою конфигурацию для того, чтобы вы смогли понять, как он работает. То есть на первоначальном этапе вам нужно его запустить, настроить те настройки, которые я сейчас вам покажу, и в этой конфигурации. И вы уже можете работать. Для начала вы должны понять, как он действует. И вы можете просто заходить в терминал биржи и просто наблюдать, что он делает. То есть, где он выставляет ордера, где он выставляет take-профиты, где он покупает, где он продает. И вы сможете это видеть. За этим нужно следить постоянно. И вот в этих конфигурациях есть вот правила в документации, как их изменять. То есть вы просто через телефон вводите команду setConfig, minimum spread, и здесь выставляете spread. Очень важно, если здесь есть кавычки, надо ставить кавычки. Если кавычек нету в конфигурации, то их ставить не надо. Конфигурацию можно посмотреть командой showConfig 1. У вас две конфигурации будет. И вот видите showConfig. Сейчас мы посмотрим конфигурации, и я конкретно расскажу по всем параметрам. И что за что отвечает, и какую формулу для расчета чего используют. Вот видите, showConfig, и вы увидите конфигурацию. То есть у вас будет такой лист из конфигурации, и вы будете видеть, как она прописывается. Очень важно, друзья, не делать ошибок в написании конфигурации и в вводе конфигурации, когда вы ее меняете. Перед тем, как вы ее вводите, всегда проверяйте, не сделали вы
опечатку или ошибку. Потому что если вы в конфигурации ведете то, что в конфигурации не должно быть, да, или с ошибкой, вся система перестанет работать. Если вдруг вы так сделали, вы мне говорите, я верну систему это как бы ничего страшного, можно откатить. Я ее верну в прошлое состояние, то есть в исходное состояние. Но, опять же, постоянно возвращать в исходное состояние, постоянно меня дергать, это как бы тоже... Поэтому смотрим и пишем без ошибок. Значит, можно торговать одновременно на двух парах. То есть с помощью этого алгоритма вы сможете торговать две разных пары. Вы сможете торговать... Также есть еще дополнительные алгоритмы, которые мы тоже будем разбирать в будущем, к которым тоже будет документация. Эти алгоритмы, самый лучший алгоритм, который я сделал, но есть еще другие алгоритмы, которые непосредственно используют фонды, такие как межбиржевой арбитраж, различные арбитражи фьючерса и спота, различные классические маркетмейкинговые стратегии, которые они используют, различные трендовые стратегии. И все это тоже есть, но у них тоже специфические конфигурации, в которых нужно разбираться, по которым нужно писать документацию, чтобы можно было вам это понять, как это работает. А мы сейчас приступим к конфигурации. Вот параметры, друзья. Есть параметры конфигурации и параметры конфигурации. Вот connector name — это биржа. То есть мы можем подключать различные биржи и работать вообще с любой биржей. Но мы конкретно вот работаем с Binance. И вот видите, для того, чтобы изменить, то есть вы можете поменять биржу, с которой работаете. В текущей конфигурации мы работаем с Binance. Вы можете менять торговую пару. То есть изменять торговую пару. Если вы, например, поменяли торговую пару, вам нужно удалить базу данных, потому что он может погружать базу данных с другой пары, если вы до этого торговали на другой паре, и из-за этого тратить ресурсы. Поэтому, чтобы он не тратил ресурсы, если вы обновили какие-то внутри определенной пары конфигурации, например, там спред, сумму, которую он там покупает, продает или что-то еще, это как бы не нужно удалять базу. Но если вы поменяли пару, на которой торгуете в конфигурации, обязательно нужно удалить старую базу данных. Потом интервалы. Следующая конфигурация — это интервалы. Вот о чем я как раз говорил. Это таймфреймы. То есть алгоритм считает, то есть он может считать как бы в большом масштабе и в очень маленьком масштабе. И от того, какой интервал ты поставишь, зависит, на каком промежутке ты работаешь. То есть ты работаешь в краткосрок, среднесрок или долгосрок. И алгоритм будет рассчитывать, то есть если ты ставишь интервал в 1 минуту в настройках, то есть можно там ставить 1 минуту, 5 минут, 1 час, 1 день и так далее. Но то есть самый короткий интервал — это 1 минута. Это самый лучший интервал для того, чтобы ловить короткие движения. То есть я его советую использовать. Но если вы хотите, вы можете использовать и другие интервалы. 5-минутные, 15-минутные тоже хорошо работают, но работа немножко там по-другому происходит. То есть он смотрит более обширно на картину. То есть с одной стороны он не может на более длинном интервале, он не может выловить такие короткие какие-то движения, но зато он смотрит более масштабно вообще на все, на сам
сам анализ более масштабно происходит. Поэтому для того, чтобы больше зарабатывать, нужно ставить более короткий интервал. Для того, чтобы зарабатывать меньше, нужно ставить меньше, но более стопроцентно, нужно ставить более большой интервал, но он тогда не будет входить в... То есть он будет меньше прибыли приносить, но он будет входить в сделки только тогда, когда это вот стопроцентные варианты заработать деньги. Общий капитал стратегии. То есть вот этот параметр — это то, сколько денег вы выделяете на конкретную пару. То есть вы, например, там $1000 можете выделить на эту пару, и алгоритм будет понимать, что вот он может торговать только на $1000, то есть больше. Если у вас, например, будут лежать еще деньги на счете, он будет брать только с $1000 и торговать только, то есть использовать только эту $1000. Те деньги, которые будут еще там сверху лежать, они будут просто лежать, он их не будет трогать. То есть вот эта конфигурация, ее тоже можно изменять. То есть если вы ее изменяете, вам нужно нажать команду стоп, то есть вы ее изменили, нажали стоп, потом нажали старт, и эта конфигурация применилась. То есть если вы хотите это число изменить. Значит, размер одного лимитного ордера. Вот order amount — это размер одного лимитного ордера в USDT. То есть это то, сколько здесь на самом деле рассчитывается ордер динамически, и это максимальное значение ордера, который будет выставляться. А сколько они зарабатывают? Слушай, сколько они зарабатывают по-разному. Все зависит от того, каким объемом капитала они используют, какой капитал они используют, свой или инвесторов. И есть разные условия работы маркетмейкеров, которые... На одних условиях маркетмейкер использует свои деньги, и он получает больше прибыли с проторговки. То есть, например, если в хедж-фонде ты используешь свои деньги, все, что ты отторговал, все твое. Плюс тебе еще дают, например, за объем торгов, тебе дают твой, можно сказать, оклад, который связан с тем, сколько работы ты произвел. Это одна модель работы маркетмейкера. Есть другая модель работы маркетмейкера. Есть маркетмейкеры на окладе, которым просто платят 10-20 тысяч долларов в США. Да? Но маркетмейкерам в СНГ платят значительно меньше. Я скажу. Вот. Если ты там гражданин США, да, конечно, тебе немножко полегче двигаться и работать маркетмейкером. А если ты из СНГ, то, конечно, зарплаты там на порядок ниже, но все равно зарплаты хорошие. Это те, кто сидят на окладе. И есть маркетмейкеры, которые сидят то есть управляют капиталом чьим-то. То есть у них в ликвидность, то есть, например, есть компания, эта компания дает им определенный капитал большой, и они, как правило, получают какой-то процент, как правило, это от 10% от чистой прибыли, от 10 до 25% чистой прибыли от того, сколько они проторговывают и делают с этого капитала. Вот сколько они зарабатывают. Так, мы продолжаем делать. Ну вот в хедж-фонде, где работаю я, работа идет следующим образом. Выдается задача на маркетмейкинг, да, и человек занимается маркетмейкингом,
ему дают определенный контракт. То есть там контракт может быть на 30 дней, контракт может быть на 100 дней. И ему в течение этих, например, вот этих дней нужно производить работу маркетмейкера. И он, например, может там взять выходной, может не работать. Но если он совсем не будет работать, ему вообще ничего не заплатят. Вот. В итоге, как правило, маркетмейкеры контролируют через API-шку. То есть они видят все, что ты делаешь, как ты работаешь. Они считают твой КПД даже автоматизированно на сервере. То есть они следят за твоей работой. И за твоей работой следит вообще сервер, машина следит. И она отчитывается начальству о том, как ты работаешь, хорошо или плохо. И в итоге по результатам недели тебе говорят, что там вот ты сделал вот такой объем, и ты заработал там, вот там, предположим, там $40, да? Ну вот этот объем работы, который ты по проекту сделал, он оценивается там в $40 или в $100. У нас есть маркетмейкеры в фонде, которые зарабатывают в неделю по $2000. Но они там просто пашут, я не знаю, просто сутками пашут, и эти маркетмейкеры, они имеют опыт работы по 5 лет, чтобы вы понимали, да? То есть в целом человек, обычный человек, вот, который прошел, например, мой курс, он вполне может выйти на доход в $100 в неделю. Ну, в принципе, это реально. Выйти на доход $100 в неделю, работая вот конкретно маркетмейкером. Но все зависит от того, какой капитал у тебя, какой у тебя опыт, насколько ты хорошо работаешь. Это на самом деле очень много параметров, зависит от того, сколько ты будешь получать. Если ты будешь очень эффективным, очень крутым маркетмейкером, ты будешь получать достойную, хорошую зарплату. Потому что в нашем хедж-фонде работают на результат. Если ты отработал и действительно сделал результат, тебе хорошо платят. Если ты не сделал ничего, ну тебе заплатят там, чего-то заплатят, просто из уважения того, что ты старался. Вот. Но это будут не какие-то такие большие деньги. Вот так вот. Так, продолжаем дальше. Размер одного лимитного ордера. То есть вот этот лимитный ордер, мы выставляем, например, размер, ну, например, у нас есть $1000. И мы, например, выставляем размер лимитного ордера 1000. Значит, он изначально будет делать вот этот ордер буквально в эту... То есть он будет изначально на 1000 вот этот ордер выставлять. Но если он вдруг купит, то он будет динамически. То есть он, например, может там купить на $10, предположим, вот по вот этой цене. И дальше он будет выставлять ордера уже с другой суммой, то есть меньше, чем 100. То есть этот ордер будет выставляться от, например, от $5 до 100. То есть он сам будет динамически менять размер ордера. Минимальный спред и максимальный спред. Сейчас я вам расскажу, в чем заключается спред и вообще как зарабатывают маркетмейкеры на спреде. Дело в чем? Вот мы видим стакан. И в стакане видим 119,2 и 119,1. И вот мы берем из вот этой цифры, мы вычитаем вот эту цифру. И получаем, соответственно, 0,1. То есть 119,2 минус 119,1. Это 0,1. Это значит, что $0,1, то есть 10 центов, у нас спред. Спред – это разница между вот этой ценой, лучшей ценой на продажу, минус лучшая цена на покупку.
И спред очень важен. Считается, что если чем больше вот эта цифра спреда, тем менее ликвидная пара. Чем меньше эта цифра спреда, тем она более ликвидная. То есть в итоге что хорошо? Для обычного пользователя хорошо, когда спред маленький, потому что он может купить-продать без проблем. То есть, значит, пара ликвидная. Что значит ликвидная? Ликвидная — это значит, можно легко купить, легко продать. То есть, вот захотел, например, за 119, например, за 119,2 купил. И потом, например, взял и продал по 119. То есть, в итоге там ты 0,2, 20 центов как бы потерял, просто там купив-продав, да. То есть, за счет того, что пара ликвидная, вот разрыв в вот этой цене, он не такой большой, не такой значительный. И получается, что людям легче купить, легче продать. А что такое неликвидная пара? Неликвидная пара — это когда вот этот спред, он очень большой. И, например, 120, да, ну, не вот в этом примере, предположим, это другая валюта, да, здесь 120, здесь 118. И мы 120 минус 118, это будет 2 доллара. Это уже большой спред, ну, относительно. То есть мы можем считать спред в долларах, да, а мы на самом деле его переводим всегда в проценты. То есть мы всегда в процентном соотношении считаем спред, и потому что в долларах считать, это вот по формуле, я, чтобы вы понимали, считаю, да, но обычно все считают спреды в процентах. Так вот, в чем задача маркетмейкера? Маркетмейкера задача сделать рынок более эффективным. То есть, когда спред большой, рынок неэффективный. Когда спред маленький, рынок эффективный считается. И задача маркетмейкера, работа маркетмейкера заключается в том, чтобы рынок стал эффективным. А для того, чтобы рынок стал эффективным, ему нужно выставлять ордера и сужать спред. То есть, например, если спред большой, он берет и выставляет ордера на продажу и на покупку одновременно. Если он работает в режиме хеджа, то он, а именно все работают в режиме хеджа, для начала вы будете работать там в режиме лонга-шорта, потом мы придем к тому, что вы будете работать в режиме хеджа. Он выставляет одновременно ордера на продажу и на покупку. И таким образом он дает возможность людям всегда купить по очень выгодной цене. То есть он предлагает людям купить по самой выгодной цене и продать по самой выгодной цене. И именно он дает возможность всем покупать и продавать по самой выгодной цене. Тем самым он делает рынок более эффективным. И в этом и заключается работа маркетмейкера. Тем, что он помогает людям для того, чтобы они могли купить по лучшим ценам. Но и именно с этого он и зарабатывает. За счет того, что он помогает покупать и продавать по самым лучшим ценам. То есть, смотрите, есть, например, вы можете купить там за 119,4 или за 119,6. Конечно же, вы как бы, получается, в общем, если есть, он старается выставить самую выгодную цену, да, то есть таким образом он на покупку и продажу. И вот видите, сейчас тоже происходит маркетмейкинг. Я постоянно даю возможность, то есть сюда поставляю ликвидность, это называется поставщики ликвидности. Поставляю ликвидность, чтобы людям было легче продать. Ну вот на данный момент я работаю в лонг, и, например, если люди захотят продать по какой-то цене по рынку, то я предоставлю эту возможность им, чтобы они смогли легко продать то, что они хотят продать. Или и также задача маркетмейкера сужать этот спред. То есть вот ставят задачу, говорят, надо спред сузить там до 1%.
Как правило, в хедж-фондах планка такая, там, задачи там, до 2%. Спред держать нужно, чтобы он не уходил больше 2%. Как правило, это такая стандартная задача маркетмейкера. Но иногда задача более жесткая. Например, если тебе говорят 2%, то тебе платят одни деньги. Но если ты, например, сдерживаешь спред не на 2%, а сдерживаешь на процент, тебе платят премиальные. Вот. И это тоже такая особенность. Что ж, дальше идем. Так вот этот спред, мы его в настройках можем выставлять. Вот видите, можно вот эта команда setConfig minimum spread. И в кавычках вы указываете спред. Вот 0,01 это 1% спреда. На данный момент вот на этой паре у меня стоят конфигурации минимальный спред 0,5%, максимальный спред 0,9%. И опять же вам нужно будет высчитывать, то есть вам нужно будет высчитывать по формулам, проводить эксперименты для того, чтобы посчитать этот спред. То есть вот эти значения все вам нужно будет считать. То есть если вы используете уже готовую конфигурацию, которая есть у меня, вы можете не заморачиваться. Вообще как бы не заморачиваться в этом. Просто брать мою конфигурацию и работать с той конфигурацией, которую создал я. То есть я это все уже посчитал. Но в идеале, конечно, если вы сами будете уметь это все считать, я буду учить, как это рассчитывать. Вы сами проводите эксперименты, и по результатам этих экспериментов вы сами высчитываете эти параметры. Вы можете эти параметры изменять периодически. То есть для каждой пары эти параметры уникальные. Нельзя взять эти параметры с одной пары и просто перенести конфигурацию на другую. Обязательно нужно провести работу для того, чтобы это работало. Эти расчеты нужно будет делать. И нужно будет не просто делать расчеты, а потом их подтверждать еще экспериментами. И только после того, как эксперимент удался, вы дальше можете это делать. Потом дальше вот сила влияния индикатора ARUN на изменение спредов. То есть здесь я советую делать 0,5. Оставлять 0,5 в настройках, потому что это, но вы можете реакцию на тренд делать более сильную реакцию. То есть, например, большее значение, сильная реакция на тренд. То есть от того, как как алгоритм будет подстраиваться под тренд. То есть тренд это когда, например, рынок растущий или падающий, да, и он анализирует, что происходит сейчас на рынке, то есть он там падает, растет, и он может адаптироваться под этот тренд. И от того, как он будет адаптироваться, зависит то, насколько эффективно он будет работать и насколько хорошо он прибыли будет приносить. Ну вот оптимальное значение 0,5, но вы можете проводить эксперименты, я не советую его менять, но если вы уже глубоко погрузились и являетесь профессиональным маркетмейкером, вы можете играться с этим значением, проводить эксперименты и по результатам этих экспериментов создавать какую-то еще более то есть уникальную, мега крутую комбинацию конфигурации, которая может принести еще больше. Но я это советую не трогать, тем более тем, кто не понимает, как это работает. То есть ряд параметров не надо трогать, ряд параметров можно изменять. Количество свечей, используемые для расчета. То есть здесь видите 25. В целом можно вообще -1 поставить. Нет, 25 надо ставить. То есть идеальное значение 25, но вы можете, например, ставить количество свечей, то есть вот эти свечи, вот, по которым идет минимальный расчет. То есть он прогружает 25 свечей и начинает считать математическую модель. Тоже этот параметр тоже не трогаем.
Минимальное количество свечей для корректного расчета. Ну, я оставлю -1, чтобы он считал уже сразу, неважно, какое там минимальное прошло. То есть он прогрузил 25, посчитал уже, ввел ее в мат-модель. Вам даже не нужно в эту модель вникать. Все на самом деле, вот эти параметры просто даже не изменяем. Количество уровней ордеров в сетке. Вот это вот важный параметр, вы его можете менять, им пользоваться. Вы можете создавать, то есть таким образом вы можете контролировать свои риски. То есть таким образом, вот если у меня там поставлен параметр 1, у меня здесь один ордер выставлен. А можно выставлять много-много-много ордеров. То есть здесь 2. То есть, например, через какой-то промежуток будет еще там второй ордер, третий ордер выставлен. И вот получается, смотрите, вот есть, вот видите, такие фитили есть. И получается, что когда они происходят, фитиль вверх, вниз, ну, в общем, вот вниз, например, когда вот такие движения происходят, резкие. Если у вас выставлено сразу несколько уровней, то вы тогда как бы сами себя страхуете. И таким образом вы закупите по самым лучшим ценам вот здесь вот. То есть, чем больше уровней вы ставите, тем более безопаснее ваша торговля. Ну, можно на самом деле ставить и один уровень. Это зависит от того, каким инструментом вы торгуете. То есть, таким образом вы можете контролировать риски. Тоже этот параметр используйте. Фиксированный объем в базовой валюте на один уровень ордера. То есть, дело в том, он рассчитывает количество, размер вот этих ордеров динамически. Но если вдруг вам нужно в базовой валюте, то есть, например, в бифе, ставить какие-то фиксированные ордера, вы можете вот этот параметр Order Level Amount выставить не в 0, то есть он по умолчанию обычно в 0 выставлен. Выставить в какое-то значение, и он, например, здесь поставить 0,1, например, да? Поставить 0,1, и он будет сетку из 0,1 выставлять то, сколько там уровней вы поставили. Потом, очень важные параметры. Вот, Order Level Spread – это параметр, который говорит, насколько будут процентов от друг друга отступать ордера в сетке, если вы будете использовать стратегию сетки. Но я на данный момент не использую стратегию сетки, потому что более эффективно работать вот на этой паре именно вот так. Но на некоторых парах, где есть большие фитили, вот такие вот, знаете, вот не такие маленькие фитили, а прям большие, вверх, вниз, на них выгоднее работать немножко по другой стратегии. Мы ее рассмотрим, и вот здесь возможность эту стратегию как раз сделать с помощью Order Level Spread. Дальше очень важный параметр Price Selling и Price Floor. Смотрите, каждый маркетмейкер должен владеть техническим анализом. Я вот книжку, друзья, прислал вам. Вы можете эту книжку прочитать для того, чтобы понимать этот технический анализ. Практика по техническому анализу у нас тоже будет на стримах. Тоже будем это все разбирать, показывать. Есть куча, огромное количество видеороликов на YouTube, которые посвящены техническому анализу. А на техническому анализу нельзя верить на 100%. Он примерно 50/50 дает. Но он дает возможность понимать, где какие уровни находятся. То есть, вот вы торгуете пару, вы прям должны эти уровни себе записывать. То есть, записывать уровень поддержки, вот такой. Уровень сопротивления, вот такой. Вот такие-то зеркальные уровни. Вы их должны постоянно
либо у себя в голове держать, либо на бумажке записаны, чтобы были. И по этим уровням, то есть вы можете эти уровни высчитывать с помощью, просто открываем, ну лучше не 15-минутный график, а лучше там дневной график открываете. У меня тут немножко все уберем вот этим. Вот, здесь более-менее меньше моих сделок написано. Открываете, ну надо более чистый график открывать, конечно. И вот вы эти уровни прочерчиваете, просто можете чертить и так далее. И вы можете использовать разные индикаторы, например, чтобы понять, где какие уровни поддержки сопротивления. И исходя из этих уровней поддержки сопротивления, вам нужно высчитывать price selling и price floor. Значит, price selling – это верхняя граница цены. Если рынок выше этого значения, покупка приостанавливается. И price floor – это нижняя граница цены. Если рынок ниже, продажа приостанавливается. То есть, таким образом, вы должны понимать с помощью вот этого анализа и постоянно менять эти значения. То есть, если вы понимаете, например, что у вас алгоритм перестал работать, потому что вы как бы вышли из диапазона определенного или перешли в определенный диапазон, вам нужно будет корректировать вот эти значения price selling и price floor. Смотрите, price selling, значение price selling в конфигурации, оно говорит вам, до какой цены идти в лонг. То есть задает диапазон от 0 до заданного числа вами, в котором вы работаете на повышение. А вот значение price floor задает значение от заданного вашего числа до бесконечности, вот в этом промежутке, в котором вы работаете на понижение. И получается, что если вы вот эти значения, например, два диапазона. То есть есть диапазон price selling и есть диапазон price floor. И они могут пересекаться. То есть есть область, в которой они пересекаются. И вот эта область, где они пересекаются, называется hedge область, в которой вы работаете в режиме hedge. Для начала, по практике, мы научимся работать на повышение. И нам нужно будет изменять вот это значение price selling. И работать сначала с ним научиться. Потом нам нужно будет научиться работать с значением price floor, когда мы будем работать на понижение. И потом нам нужно работать одновременно с двумя этими значениями, если мы будем работать в режиме hedge, как работают профессиональные маркетмейкеры. Дальше идет значение Reactive Order Interval. Друзья, моя стратегия основана также на высокочастотном трейдинге. Что такое высокочастотный трейдинг? Дело в том, что у меня сервера находятся в самых лучших дата-центрах, непосредственно очень близко к серверам биржи. Поэтому у нас минимальная задержка для того, чтобы на исполнение. То есть мы опережаем на несколько миллисекунд других трейдеров. И мы можем быстрее всех купить и быстрее всех продать. Мы не опережаем только маркетмейкера, официального биржевого маркетмейкера, потому что у него неограниченное количество высокочастотных лимитов. На бирже Binance не ограничивают лимиты высокочастотные. И высокочастотные стратегии на бирже Binance работают отлично. Вы можете их использовать. И вот эти значения мы, когда будем изучать тему высокочастотного трейдинга, я вас научу эти значения изменять таким образом, чтобы
быстрее всех покупать и быстрее всех продавать. Есть на других биржах, вот на Binance все отлично с серверами, все отлично с высокочастотным трейдингом, но на других биржах есть такая особенность, что у них там есть лимиты на API-шки, и безлимитку имеет только маркетмейкер. Чтобы получить статус устроиться маркетмейкером на биржу, друзья, там очень сложные требования для того, чтобы устроиться маркетмейкером на биржу и получить этот статус. Но это, кстати, реально. Ну, на биржу Binance маркетмейкером почти нереально устроиться. Даже самый крутой маркетмейкер, там просто 100 потов с него сойдет, и не факт, что он устроится. А вот на всякие там второсортные небольшие биржи устроиться маркетмейкером вполне реально, друзья. Вот. И в целом у маркетмейкера как раз маркетмейкер биржевой, он использует высокочастотные стратегии для того, чтобы быстрее всех покупать и быстрее всех продавать. На других биржах это работает, надо тестировать. То есть там она иногда работает, иногда не работает. Иногда сервер перегружен, и это не работает. А иногда бывает, сервер не загружен, и наоборот, высокочастотка работает. То есть здесь на самом деле много экспериментов нужно проводить, если в дальнейшем работать по высокочастотке. Но это тоже есть возможность в алгоритме торговать с помощью высокочастотки. Дальше идет order lifetime. Это время, которое живет ордер в секундах. То есть вот у меня здесь выставлено 10, например, да, в моей стратегии. И получается, смотрите как. Вот у меня есть ордер, и он, видите, отменился. И проходит 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. И вот он сейчас отменится и выставится новый ордер. Но, видите, вот он отменился. Это я слишком быстро посчитал. Вот он по секундам считает. То есть каждые 10 секунд он обновляет этот ордер. Чем выше обновление вот этого ордера, то есть вы его можете обновлять раз в секунду, вы его можете раз в полсекунды обновлять, тем больше адаптивность под движение волатильного рынка. То есть если рынок начинает двигаться очень активно, вы быстрее адаптируетесь под этот рынок за счет того, что это значение меньше. Но в реалиях на самом деле маркетмейкеру, который работает в фонде, ему ставят задачу по-другому. Милагро, привет! Ему ставят задачу по-другому. То есть ему вот этот промежуток, ему задают в тех заданиях. Ему говорят, типа, у тебя должен быть вот это значение не меньше 10 секунд, например. И если мы понимаем, что мы работаем маркетмейкером, нам, скорее всего, уже начальство выдаст вот это значение, уже выдаст и скажет, работай вот с этим значением. Если мы работаем просто сами, как захотим, мы можем любое значение здесь ставить. Чем меньше значения мы здесь ставим, тем более адаптивная стратегия. Но некоторые биржи меньше, ну то есть, если ты слишком маленькое значение здесь ставишь, они начинают блокировать API, не пропускать запросы по API, поэтому это значение нельзя ставить слишком маленькое, но и не стоит ставить слишком большое. Дальше самое интересное, друзья, take profit. Take profit – это ваша прибыль. То есть, когда вы вошли в позицию, то вы получаете, вот есть take profit на long и на short. То есть, вот здесь как он выглядит. То есть, алгоритм сам высчитывает, сколько прибыли надо забрать с рынка. То есть, вам не нужно выставлять ордер, то есть считать, вот я хочу там заработать столько или хочу заработать столько. Вы ему задаете это значение, что вы хотите, например, зарабатывать по 1%. Вы хотите зарабатывать по 1%. И он будет вот выставлять take profit, то есть он будет делать сделки
Вот, например, он там будет еще докупаться и потом изменять цену при take profit. То есть take profit это то, с какой прибылью вы закроете сделку. То есть ваша цель на закрытие сделки. И вы выставляете take profit на long и take profit на short. Здесь в настройках у меня настроено 1%. Очень важно учитывать затраты на комиссию биржи, друзья, в этом значении. Вот их здесь можно посмотреть. На каждой бирже можно посмотреть. Вот я сейчас открою. И мы видим, что у нас комиссия 0,075. Но это потому, что мы за BNB-шку платим. У нас 25% дисконта. То есть 25% скидка. Это выгодно, кстати. Так-то мы, получается, если бы у нас BNB не было бы на счету, мы бы платили 0,1%. То есть иногда биржи дают такой дисконт, и надо всеми этими дисконтами пользоваться. О всех этих дисконтах знать и всеми пользоваться. Потому что 25% это как бы серьезная экономия. И вот мы считаем, то есть мы вот это значение, как мы его рассчитываем, take profit, то есть вот это значение, которое здесь вы будете ставить, take profit, short и long, мы его рассчитываем таким образом. Мы берем вот этот процент комиссии, который берет с нас биржа, и мы его умножаем на 2, потому что мы покупаем и продаем. То есть мы заплатим в итоге 0,15% с учетом дисконта. А так бы мы заплатили 0,2%, да, с объема наших сделок. И дело в том, что алгоритм, иногда бывают цены вот на разных парах, да, там есть пары, вот, например, видите, здесь 119,4, и дальше там вот после запятой только одна цифра. А бывают пары, где очень много цифр после запятой. Так вот, если у тебя цифр мало после запятой, то тогда у тебя будут при расчетах, при сложных расчетах, будут образовываться как бы такие остатки, да, и он будет округлять. Иногда он округляет как бы в сторону как бы тебя, а иногда в сторону не тебя округляет. Ну, то есть, это как бы невозможно предугадать, в какую сторону он будет округлять. Поэтому для того, чтобы высчитать спред, формула следующая. Берем вот это значение, умножаем его на 2, и потом умножаем еще на 2. То есть получается вот это значение 0,075 мы умножили на 2, получили 0,15, потом 0,15 умножили еще на 2, получили 0,3. Так вот, помним это значение в уме. И вот это значение take profit long, take profit short нельзя выставлять меньше, чем 0,3. То есть здесь очень важно не жадничать. То есть нельзя выставить меньше, но нельзя выставить слишком много. То есть вам нужно, в идеале, нужно выставлять его не меньше, чем 0,3% и не больше, чем 1%. То есть в диапазоне от 0,3 до 1%. У меня выставлен 1%, и вот здесь 1% это 0,01. И если вот, например, вы выставите 0,05%, это будет 0,005. То же самое для шорта. То есть это для позиции, где мы на повышение идем. Вот это то же самое take profit для позиции, где мы идем на понижение. Дальше идет take profit order lifetime. Смотрите, руководство, как правило, хедж-фондов заставляет вот это значение выставлять, ну, уже говорит, что нужно выставить значение там в 1800 секунд. Вот. И, как правило, это значение, оно как бы иногда уже предустановлено руководством.
Но если вы самостоятельно работаете, вы можете это значение ставить любое, какое захотите. То есть это время, которое живет вот этот ордер. То есть он его выставил, и он ждет полчаса. Через полчаса он его отменит и выставит по новой. Но, соответственно, если он там докупился или что-то еще, то есть он его отменит сразу и перевыставит. То есть по такой логике он выставляет take profit. Так, take profit, respect limit. Значит, respect limit take profit, это, значит, здесь есть значение логическое. True это истина, а false это ложь. И вот вам нужно значение, вы можете выставить либо в ложь, либо в истину. Смотрите, если у вас выставлено true, истина, то take profit не выставляется за пределами price floor, price selling. То есть получается, вот эти диапазоны, которые вы выставили, вот они. Take price floor и price selling, вот эти диапазоны рабочие. То есть если, например, у вас false стоит, это значит, что take profit выставляется всегда. То есть мы забираем прибыль, неважно, куда там движется рынок, что происходит, мы всегда будем забирать прибыль сразу. А если у нас написано true, то мы прибыль будем забирать только в заданных нами диапазонах. То есть если, например, мы находимся в диапазоне, который мы там проанализировали, у нас есть план в этом диапазоне забрать прибыль, мы забираем только в нем прибыль. Но если мы уходим из этого диапазона, мы перестаем забирать прибыль. Я для новичков советую ставить это значение в ложь, для того, чтобы забирать прибыль всегда. Но иногда бывает, маркетмейкеру нужно, как бы он набирает определенную позицию, и ему нужно не забирать прибыль. То есть, потому что он понимает, что я сейчас поработаю там месяцок, и через месяц я сделаю еще, то есть, там, в 2, в 3, в 4, в 5 раз больше прибыли за счет того, что я не забираю прибыль в определенном диапазоне. Существует такой эффект накопления. И вот этот параметр как раз для него и существует. То есть, если вы профессиональный маркетмейкер, вы ставите это значение в истину. Если вы в этом не понимаете, ставим false и не используем этот параметр. То есть, забираем прибыль всегда. Для того, чтобы понимать, в каком диапазоне надо забирать, не надо забирать, нужно погружаться в это все. Время жизни, цель, шорт-позиции. Так, дальше у нас идет вот true, take profit, respect limit. И дальше идет база данных. Эта база данных, ее просто не меняйте. Это просто значение базы данных, которое прописано. Это значение вам менять не надо. Даже ничего не нужно по поводу этого делать. После изменения параметров рекомендуется выполнить стоп, старт. То есть, если вы какой-то параметр поменяли, изменения вступят в силу после того, как вы нажмете сначала стоп, потом старт. Ждите какое-то время между стопом и стартом. Ему нужно там минута, 2, может 3, 4, 5, для того, чтобы... Все зависит от того, насколько у вас база данных большая. Чтобы он запустился. То есть не спамьте командами постоянно. Это приведет к тому, что все зависнет. Поэтому нажали кнопку, подождали, нажали следующую кнопку.
Другие стратегии. Также, друзья, есть огромное количество других стратегий, которые мы будем рассматривать. Это связанные с арбитражом и много всего. Значит, вот важно о паузах здесь у меня написано, да, от 10 секунд до нескольких минут паузы между нажатиями клавиш. Потом правило удаления баз данных. Если вы удаляете баз данных, вы должны нажать сначала стоп, подождать чуть-чуть, нажать exit, потом нажать del, потом нажать restart, и после этого только можно нажать start. И вы начнете работу с нового листа. То есть, если вы хотите начать свою работу с нового листа, да, по какой-то паре, то вам нужно обязательно удалить базу. Соответственно, если там он не запускается, вот есть инструкция, просто надо нажать стоп, exit, restart. И бывает так, что он после удаления базы не сразу запускается или там долго. Все вопросы, если что, можно всегда задать мне. Я посмотрю, в чем проблема, и если что-то где-то перестало работать. По документации я рассказал все эти параметры. Также другие параметры буду и стратегии рассказывать на стримах. А теперь переключимся в режим, вот где я торговал, да, видите, покажу, как работает риск-менеджмент в этом алгоритме. Смотрите. Это вот вчерашняя торговая сессия у меня. Это вот, значит, была ночь, и алгоритм решил немножко купить, но рынок пошел не в его сторону. То есть он здесь купил, я не помню на сколько, на $50, наверное, купил. И рынок пошел не в ту сторону. Он дальше начал понимать, и он начал искать, где еще надо докупить. Где еще надо докупить. Вот это все это время, все это он выжидал, считал. И вот точно он здесь понял, что нужно еще докупать. И вот он 4 раза купил. И вот здесь он продал с прибылью в 1%. То есть таким образом работает риск-менеджмент, что вот смотрите, если бы у меня было бы мало денег, то я бы здесь купил, и вот здесь бы докупиться не смог бы. И таким образом я бы до сих пор бы прибыли не получил. А тут получается, что за счет того, что денег у меня больше, то есть чем больше у вас денег физически находится на кошельке, тем безопаснее ваша торговля. Потому что в этом случае, если алгоритм купил, опять же, вот эти все настройки покупок определяются конфигурациями. И вы можете сделать разные конфигурации. То есть вы можете делать конфигурации более рисковые, средние рисковые. Вот это вообще безопасная конфигурация, при которой ты всегда зарабатываешь. Если у тебя есть там $500, ты всегда будешь зарабатывать. Единственное, существует еще риск, конечно, когда рынок валится вообще просто один день, второй день, третий день, четвертый день, пятый день. И если ты работаешь там в направлении лонг, а работаешь не в направлении хедж, то или шорт, то для тебя это риск запасов. Существует риск запасов, когда ты можешь купить, ну то есть закупить, и потом у тебя запасы закончатся, ну то есть вот у тебя есть $1000, и ты, получается, рынок падает один день, второй день, третий день, четвертый день. В такие случаи работу надо прекращать. То есть очень важно этот алгоритм, вообще как работают маркетмейкеры. Если вдруг есть какие-то новости из Белого дома, Трамп там что-то чудит, что-то говорит, рассказывает, вы должны знать календарь, когда это происходит. Сейчас я вам покажу, как знать календарь, когда это происходит. И ваша задача выключать алгоритм в период
неопределенности. Период неопределенности – это период тогда, когда объявляют новости. То есть мы знаем, что там сегодня в 7 часов вечера Трамп будет что-то говорить важное, с каким-то заявлением собирается выступать. Мы должны это знать и в это время просто выключить и отдыхать. А когда Трамп уже что-то скажет, ну то есть когда какая-то определенность будет, о чем как бы была речь и какое важное заявление он там сказал, после этого, только после этого начинать продолжать работать. То же самое с Федрезервом. Есть заседание Федрезерва. Пауэлл там выйдет, будет вещать. Вы понимаете, так, Пауэлл там в 8 часов вечера выходит, будет что-то вещать, что-то говорить важное. Так, в 8 часов вечера мы не перестаем работать. Выключаем алгоритм, включаем прямой эфир Пауэлля и смотрим, что там, как говорится, Федеральный резерв США вообще там говорит, вещает о чем. После этого послушали, что он сказал. Если вы работаете в этой отрасли, вам придется за этим следить. Ну, то есть у вас должен быть вот календарь, по которому... Теперь сейчас расскажу, как этот календарь отслеживать, чтобы ничего не пропустить. Потому что ты же не знаешь там, когда что будет, это все помнить невозможно. Поэтому заходим очень просто. Есть такой сайт TradingView. Заходим на TradingView, открываем этот сайт и открываем биткоин, например, здесь. График биткоина к доллару. Ну вот, например, крипто. Да? Открыли этот график на TradingView. Вот этот график. И видите, здесь всякие кружочки красные появляются. И мы просто берем вот этот кружочек, наводим на него и нажимаем. И мы видим, здесь пишется, что будет событие 4 ноября в 15:00. По-моему, это 15:00. Я не знаю, это местное время. Это, по-моему, по Гринвичу время. 15:00. И мы понимаем, что вот у нас есть событие. Это событие отчета о вакансиях JOLTS. Это там Федеральная служба государственной статистики США будет отчитываться в это время. Но иногда эта новость не влияет. Если это какая-то новость, связанная с важным заявлением Трампа или с Федрезервом, то не игнорируем эту новость, не игнорируем. То есть в этот период лучше выключиться. Выключиться, отдохнуть, пойти отдыхать. То есть не работать в это время. То есть вот эта новость, она не сильно важная. Статистика, если там совсем неплохо все с работой в США, то она никак не повлияет. И вот здесь вот опять же тоже можем смотреть новость, еще новости. И вот давайте посмотрим, какие важные-то новости у нас будут ближайшие. Ну вот уровень безработицы, несельскохозяйственные рабочие места. Но это тоже может не сильно влиять на самом деле. Это может не сильно влиять. Сейчас я покажу, что может сильно влиять. Давайте. Так, предварительный отчет о потреблении потребительских настроениях в Мичигане. В общем, это тоже не сильно влияет, друзья, на крипторынок. Влияет сильно все, что там говорит Трамп, если важное заявление, и все, что там происходит в Национальном банке в Соединенных Штатах. Вот это все влияет. В общем, отслеживаем таких особо
важных новостей сегодня-завтра не предвидится. Смотрим, отслеживаем это все и понимаем, что в период жесткого замеса каких-то новостей мы не работаем. Или если мы работаем, то мы должны понимать, что происходит. В лучшем случае, если мы не понимаем, что происходит, лучше не работать. Тогда мы сохраним, то есть не попадем в какой-то замес. Смотрите, друзья, что сейчас происходит с алгоритмом. Мы вот здесь купили, и теперь сейчас, видите, оно вверх идет. То есть он думал еще где докупиться, возможно, он еще где-то здесь докупится, и сейчас сделает прибыль. Вот вы в прямом эфире можете увидеть. То есть мне остается только подождать. Очень на самом деле приятно, когда ты спишь ночь, просыпаешься утром и видишь у себя плюс 10 баксов на счету. По факту ты просто спал, а деньги к тебе приходят. Но для того, чтобы это произошло, друзья, надо поработать. Потому что нужно работать над конфигурациями, нужно работать над всем этим. И вот совсем скоро мы дойдем сюда, и у меня будет прибыль в 1%. Ну, отлично, это примерно там будет $11. Елена, задавай вопросы. Если есть у тебя какие-то вопросы. Да. Если есть какие-то вопросы, задавайте, друзья. Я готов на них ответить. И если нет вопросов, то мы приступаем к практике. У меня есть документация, в которой все рассказано, как настраивать. Приступаем. Я создаю для вас сервер. И вперед. Нужно, да, действовать, нужно работать. Вот. А по ходу дела план у нас такой занятий. Мы настраиваем сервер. Я вам загружаю свои настройки, вот эти настройки, по которым я торгую, которые уже проверены, с помощью которых вы точно заработаете, даже если ничего не будете делать. Но моя задача вас научить работать маркетмейкером. Не работать уже на всем готовеньком, когда другой маркетмейкер вам уже все сделал. Для того, чтобы вы научились делать все самостоятельно. Для этого мы изначально вы поработаете с моими конфигурациями. И просто понаблюдаете, что происходит, как он покупает, как он продает, как он выставляет ордера. Почитайте документацию еще раз. Возможно, пересмотрите эту лекцию еще раз. Для того, чтобы вникнуть в каждый параметр, который указан в конфигурации. Чтобы понимать, для чего он нужен и как его можно изменять, а как его нельзя изменять. После этого мы приступим к следующему этапу. Вам нужно будет видоизменять уже мои конфигурации. То есть понимать, какие параметры вы можете изменять, и вы будете видеть, как меняется ваша прибыль. То есть вы сможете зарабатывать больше, или вы сможете зарабатывать меньше, но сделки будут более четкими и более лучшими. То есть более безопасными. Да? Потом, рано или поздно, если вы будете слишком рисковые настройки производить, вы столкнетесь с риском запасов. Это иногда происходит у маркетмейкера. Но в целом я вам не советую опасные настройки ставить, но с точки зрения опыта человек должен ошибиться. То есть, если вы ошиблись, ничего страшного. То, что вы ошиблись в конфигурации, приведет к тому, что вы будете более
более ответственно подходить к этому вопросу. И рано или поздно вы, конечно, совершите ошибку. Потому что иногда бывает, вот я сейчас рассказывал об этих всех параметрах, люди иногда вот это все не слушают и не понимают. Вот. Поэтому, чтобы сделать не ошибку, просто надо слушать меня, слушать то, что я говорю. Тогда вы ошибок не будете делать. Но иногда людям свойственно ошибаться. И это ничего страшного. Но зато, если вы ошиблись, и это для вас это будет опыт. Вы запомните это на всю жизнь. И вы больше такой ошибки не будете допускать никогда. Вот. Ну, друзья, может быть, даже под конец этой лекции, вот сейчас вот видите, вверх идет, мы сейчас сделаем прибыль. Это очень приятно. Ну и дальше вы научитесь работать в лонг на повышение, вот по вот этой стратегии. Потом мы будем работать в шорт, научимся. Потом я научу вас работать одновременно и в лонг, и в шорт в режиме хедж, в котором работают маркетмейкеры и профессионалы. Потом, друзья, мы будем рассматривать разные стратегии. То есть для начала, для новичка, просто вот моя стратегия, мои конфигурации, ничего делать самому не надо. Нужно будет, чтобы вы сами научились делать конфигурации. То есть вам нужно будет делать конфигурацию, проводить эксперименты, записывать результаты этих экспериментов, на основе этих экспериментов создавать свои собственные конфигурации. Мы будем работать с различными стратегиями. То есть мы вот будем вот эту стратегию мою использовать, мы будем стратегию использовать и арбитражные стратегии, мы будем и скальпингом заниматься. И в каждой стратегии есть свои плюсы и минусы. То есть вот в этой стратегии она более безопасная стратегия, в которой легче заработать. Но здесь нужен капитал. То есть здесь невозможно, если у тебя там $100, ты здесь не сможешь заработать. Ну, как минимум $500 должно быть на счету, чтобы эта стратегия у тебя приносила прибыль. Но существуют стратегии более рисковые, такие как скальпинг, благодаря которым, даже если у тебя $100 или $50 всего, ты можешь сделать деньги. Но тебе придется более жестко работать ввиду всего этого. Вот. Придется более жестко работать. Так что и риск будет потерять намного выше. Поэтому нужно, если у вас есть деньги, необходимое количество денег, лучше работать по безопасным стратегиям, но работать по скальпингу и иметь такой вот опыт тоже есть смысл, но для того, чтобы работать по этим стратегиям, нужно, чтобы у вас был какой-то опыт, чтобы вы понимали вообще, что происходит. Вот так вот, дорогие друзья. Спасибо всем огромное, кто был вместе с нами, кто посмотрит эту видеозапись И, конечно, дорогие друзья, мы на пути к успеху. We are number one. Готовимся, разворачиваем сервера и вперед работать.